Приветствую вас на канале Техревизор. Собрал рейтинг из самых что ни на есть бюджетных смартфонов, которые можно рассмотреть покупки в 2024 году. Эти смартфоны обычно рассматривают в качестве второго рабочего варианта, в качестве простой звонилки или, может быть, маленькому ребенку в школу. Хотя кто-то и как основным пользуется. В этом тоже нет никакой проблемы, так как со всеми базовыми задачами даже такие бюджетные смартфоны хорошо справляются. Вот я отобрал 5 вариантов, о которых сейчас расскажу подробнее. А вы пока можете поставить лайк и подписаться на канал, если вас интересует еще какая-то техника. У меня много подробных рейтингов на самые разные темы, поэтому можете пробежаться одним глазом. Но это уже после просмотра ролика. Давайте пока на телефоны посмотрим. На 5-е место топа я поставил Tecno Spark Go версии 2024 года. У него есть еще прошлогодняя версия, но именно 2024 года будет немного получше в некоторых моментах, хотя они обе бюджетнее некуда. Но все-таки 2024 оснастили более приятным экраном. Конечно, все отличие заключается в повышенной частоте обновления до 90 Гц, но мелочь, а глазам приятно. Экран создан на IPS-матрице, поэтому картинка не только плавная, но и насыщенная. Конечно, не скажу, что дисплей очень яркий. В солнечный день, чтобы считать текст, все-таки придется или в тень отойти, или экран хотя бы рукой прикрыть. Но изображение все равно получается в меру насыщенным с хорошей цветопередачей. То есть нет такого, что экран блеклый или пиксельный. Хотя разрешение, конечно, хотелось бы поболее. Тут всего HD+, а это 1612 на 720 пикселей. Но главное, что при обычном использовании никакая зернистость в глаза не бросается. Процессор, само собой, самый базовый. Unisoc Tiger T606. Способен максимум без лагов грузить YouTube, мессенджеры, простые игры типа 3 в ряд или какой-нибудь фермы. С таким процессором и экраном радует автономность. Батарейка на 5000 мАч, которая может продержать хоть 3 дня в экономном режиме. Заряжается только около 2 часов, так как блок для зарядки на 10 Вт. Но это уже не так критично. Камеры при этом тоже самые простые. Основной объектив 13 мегапикселей. Заглушка для обработки на 0 и 0,8 мегапикселя и фронталка 8 в необычной челке. Свой минимум отрабатывают. Рабочие моменты можно сфотографировать, но и все на этом. 4-е место за еще одним супербюджетником – Realme Note 50. Он, кстати, совсем недавно выпустился, в январе 2024 года, и сразу горяченький попадает в мой рейтинг. Внешне этот Realme выглядит немного дороже. У него и рамка немного поменьше, и сам экран диагональю больше. Да и в целом дизайн довольно солидный для своей цены. При этом не скажу, что его увеличенный экран как-то кардинально отличается от прошлого Tecno. У него такое же HD+ разрешение, та же частота обновления в 90 Гц, плюс-минус та же IPS-матрица. При этом жаловаться особо и не на что. Само собой, картинка не настолько детализированная и насыщенная, если сравнивать с каким-нибудь среднебюджетным смартфоном на AMOLED. Но и во время использования серьезных претензий я предъявить не могу. Да, слабенькая яркость в солнечный день. Да, углы обзора не такие хорошие. Но в целом от телефона не болят глаза при просмотре видео в YouTube, серфинге в интернете и общении в мессенджерах. А вот в играх, конечно, глазам неприятно наблюдать 20 FPS. Хоть тут и стоит Tiger T612, сильно большого преимущества незаметно. Поэтому максимум простенькие игры из Play Market. Также уточню по памяти. В пределах 10 тысяч рублей доступен вариант 4.128. Есть еще и 3.64, но на это в принципе можно не смотреть в 2024 году. Автономность абсолютно аналогична, вплоть до целого рабочего дня в активном режиме использования. Ну и камеры также ничем интересным не порадуют. Примитивные снимки фото и видео Full HD разрешений без особенной цветопередачи, тем более в темное время суток. 3-ю строчку я отдал гаджету посерьезнее – Oppo A18. По большей части весь апгрейд относительно прошлого Realme Note 50 заключается в процессоре. В Oppo поставили чип хоть немного старее, но главное – производительнее. У него и частота на ядро повыше, и графический ускоритель мощнее. Да и в общем, если смотреть на тесты, в том же Antutu баллов больше выдает. Хотя, конечно, Antutu вообще не показатель. Вот что это дает на практике. В PUBG на высоких настройках 45 FPS, в колде 40 FPS, в танках 50 FPS, Shadowgun Legends 50 на низких.
В общем, совсем уж тяжелые игры типа Fortnite или Genshin идут тяжело даже на минималках, но хотя бы в какие-то игры поиграть можно, поэтому если есть такая потребность, нужно рассматривать хотя бы Oppo A18. За счет этого проца и камеры отрабатывают немного лучше, так как здесь алгоритмы навороченнее. Они способны вытянуть больше деталей и лучше обработать цвета, убрать мыло. Поэтому, несмотря на такие слабые камеры в 8 и 5 мегапикселей, уверенные снимки природы, расписание, селфи, все это еще как-нибудь довытягивается. В остальном же все плюс-минус то же самое. У него хороший экран на 6,5 дюйма с HD плюс разрешением на IPS матрице и тоже с 90 Гц. Конечно, очень хотелось бы Full HD разрешения, но найти такое в супербюджетном сегменте трудновато. А об этом Oppo могу уточнить разве что еще по автономности. Батарея та же на 5000 мАч, обеспечивает часов 8-10 активного использования, заряжается за пару часов до 100%. Базовая база, не добавить, не прибавить. А вот второе место занял Tecno Spark 20. Он понравился мне за счет нескольких моментов, нетипичных для смартфона такой стоимости. Первое. Конфигурация памяти. Здесь стоит 8 гигабайт оперативки. Прям реально серьезное количество, свойственное среднебюджетному сегменту и выше. Так что этот Tecno будет действительно быстрее работать, загружать приложения и выдавать больше производительности. Причем проц у него рубль в рубль, что и у прошлого Oppo Helio G85. А небольшой прирост в играх таки можно получить, не говоря уже о простых житейских задачах. Далее камеры. Здесь в основном объективе стоит уверенный сенсор на 50 мегапикселей. И как ни крути, а 50 мегапикселей все равно делают более качественные снимки, чем 8 мегапикселей. И кто бы что ни говорил про такую логику, но в действительности, сравнивая снимки, становится понятно, что Tecno Spark 20 еще как может делать качественные снимки. Не хватает только стабилизатора для видео. А так, что сзади основной, что фронтальный объектив на 32 мегапикселя делают снимки без пересветов, с умеренной цветопередачей, резкостью и без мыла на фоне. Еще мне понравилась более быстрая зарядка на 18 Вт. Это, конечно, дает преимущество. Лишние полчаса при зарядке с 0 до 100%. Но все равно смартфон заметно быстрее заряжается при стандартном объеме батареи в 5000 мАч. А вот экран остался неизменным. 6,5 дюйма, HD плюс разрешение, IPS матрица, 90 Гц. Все те же характеристики, что и у всех участников рейтинга. В этом плане Tecno, конечно, пришлось урезаться в пользу всех остальных плюшек. Лидерскую позицию рейтинга я отдал Infinix Hot 30i. Вот тут, как по мне, идеальный баланс цена-качество. Впрочем, как и прошлый Tecno Spark. Вот вам и отличная скорость зарядки около часа с копейками и автономность в те же 8 часов. А вот адекватные камеры на 64 мегапикселя основной и 8 мегапикселей фронтальной. Согласен, вот так с первой мысли фронталка как будто где-то филонит, но на деле она выдает вполне сносные снимки и видео при хорошем дневном освещении. Вообще это как мантра для бюджетных камер, просто дайте смартфону нормальный свет и он сделает вам хорошие кадры, причем в 2К разрешении. Хотя и для некоторых среднебюджетных смартфонов ситуация аналогична. В этом же Infinix за 10 тысяч можно еще урвать вариант на 8 гигабайт оперативы и 128 гигабайт постоянной. Тоже довольно жирно. Но можно и более дешевую версию на 4,64. Советую, конечно, не экономить на оперативке. Все-таки бюджетный сегмент. Тут производители и без того сэкономили на всем. Процессор только остался тот же. Helio G85 уже третий раз к ряду. А почему бы и нет? Другого пока в этот сегмент не завезли. А нам и жаловаться нечего. Игры как-никак тянет, интерфейс работает плавно, приложения загружаются быстро, даже AI-алгоритмы камер неплохо обрабатывают. Так что свои задачи за 10 тысяч очень даже ничего решает. В идеале бы еще экран хотя бы с Full HD разрешением, но тут у нас в очередной раз 1600 на 720 пикселей, растянутая на экран в 6,6 дюйма. Само собой, IPS-матрица со своими углами обзора, насыщенными цветами и яркой картинкой, ну и частотой обновления 90 Гц. В общем, есть все, что нужно для комфортного использования. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.